В тамильском календаре существует особый священный месяц, который называется Ади. Он наступает каждый год примерно в середине июля и продолжается до середины августа. В Тамилнаду это время особенно посвящено почитанию женской божественной силы Шакти, богини Аманы, прежде всего Мариамы. На протяжении всего месяца храмы богини наполняются людьми. Одни приходят просить защиты для своей семьи, другие – исцеления, третьи ищут ответ на вопрос, который давно не дает им покоя. Но в Тамилнаду считается, что богиня не всегда отвечает человеку прямо. Иногда она посылает знак. И этот знак называется кури. В переводе с тамильского слова «кури» означает знак, указание или предзнаменование. Но кури – это не просто попытка узнать, что произойдет завтра. Чаще всего человек приходит за ответом тогда, когда уже не знает, какое решение принять. Представьте небольшую деревню в Тамилнаду. В храме горят масляные светильники, звучат барабаны, в воздухе смешиваются запахи камфоры, куркумы, листьев нимы и благовоний. Перед святилищем стоит человек, возможно, в его семье кто-то болеет, возможно, он собирается уехать, вступить в брак, начать новое дело или пытается понять, почему в его жизни одно несчастье следует за другим. Он задает свой вопрос богине, но отвечает ему не каменное изваяние. В какой-то момент храмовый оракул начинает двигаться иначе, его дыхание меняется, тело дрожит, а голос становится непривычным. Считается, что он входит в особое состояние божественного вдохновения или транса. Такого храмового оракула в Тамилнаду называют марулади. Марулади может быть как мужчиной, так и женщиной. Согласно верованиям местной общины, через него проявляется сила почитаемого божества, например, Мариама, Каниаман, Ангала Парамешвари или другой местной формы Божественной Матери. Марулади может произнести предупреждение, дать совет, назвать возможную причину происходящего или указать, какой обет и какое действие человеку следует исполнить. Это одна из древних форм кури солутал, когда знак или ответ передается через храмового оракула. Для человека, выросшего в современной городской культуре, такая сцена может показаться странной, но для многих сельских общин Южной Индии это не театр и не развлечение. Это способ обратиться к божеству в тот момент, когда обычных человеческих ответов уже недостаточно. Но храмовый оракул – это не единственный способ, с помощью которого в тамильской культуре ищут знак или направление. Наверняка многие из вас видели в Индии человека, сидящего у дороги рядом с небольшой клеткой, внутри которой находится зеленый попугай. Это кили джосиям – гадание с помощью попугая. Перед гадателем лежит колода ярких карточек с изображением божеств и различных символических сцен. Когда человек задает свой вопрос, гадатель открывает клетку. Попугай выходит, подходит к карточкам и вытаскивает одну из них клювом. После этого гадатель объясняет значение выбранного изображения. Для туриста это может выглядеть как красочный индийский аттракцион, но человек, пришедший с настоящим вопросом, может увидеть в случайно выбранной карте именно тот знак, который ему был так сильно нужен. Существует и другая, гораздо более таинственная традиция – Нади Джотида – чтение судьбы по древним рукописям на пальмовых листьях. Согласно этой традиции, великие сидды много веков назад записали судьбу людей, которые однажды придут искать ответы. Человек приходит в центр Нади и оставляет отпечаток большого пальца. После этого практикующий начинает искать подходящую рукопись среди множества пальмовых листьев. Он задает проверочные вопросы. Живы ли ваши родители? Есть ли у вас братья и сестры? Состоите ли вы в браке? С какой буквы начинается ваше имя? И только после, когда ответы начинают совпадать, считается, что найден именно тот пальмовый лист, который относится к этому человеку. В нем могут говорить о прошлом человеке, его семье, здоровье, предназначении, возможных событиях будущего. На нашем канале уже есть подробный ролик о Наде астрологии и чтении пальмовых листьев. После просмотра этого видео обязательно посмотрите его. Ссылочку оставлю в описании к этому видео. Существуют также числовые способы получить кури. В некоторых традициях используются специальные таблицы, схемы и чакры с числами. Одна из таких систем известна как Нилакантар Кури Шастра. Человек закрывает глаза, мысленно задает свой вопрос и касается одного из чисел на изображенной чакре. Каждому числу соответствует определенный ответ, совет или предупреждение. В рамках этой традиции считается, что выбор совершается не случайно, а ответ приходит по милости Господа Шивы. Можно верить в подобные практики, можно относиться к ним с сомнением, но важно понимать главное. В традиционной культуре Тамилнаду человек ищет через кури не только предсказания будущего, он ищет направление.
Он хочет понять, куда ему двигаться, чего опасаться, какой обет исполнить и что изменить в своей жизни. Иногда полученный знак способен успокоить человека, иногда остановить его от неправильного решения, а иногда он лишь подтверждает то, что человек уже давно чувствовал внутри, но боялся в этом себе признаться. Именно поэтому подобные традиции продолжают существовать даже сегодня, когда у людей есть интернет, врачи, психологи, астрологи и огромное количество информации. Потому что иногда человеку недостаточно просто услышать очередной совет. Ему важно почувствовать, что этот ответ относится именно к нему, что в нем действительно есть знак свыше. И, возможно, то, что сегодня вы попали на наш канал, смотрите этот ролик, тоже не случайность. Возможно, это ваш знак. Индомания – это пространство ведической мудрости, место вашей силы. Здесь мы рассказываем о традициях духовной Индии, джотиш, духовных практиках и древних знаниях, которые помогают человеку лучше понять себя, найти причины происходящего в его жизни событий и выбрать верное направление дальнейшего пути. Возможно, именно здесь вы найдете ответ, который давно так искали. Если вам требуется индивидуальное исследование вашей судьбы, вы можете обратиться к нам за составлением и подробным разбором натальной карты. Вы также можете пройти чтение пальмовых листьев Нади или обратиться к нам за организацией традиционных пудж и других ритуалов. А этой зимой мы возобновляем наши паломнические путешествия по Южной Индии. Главная цель этих поездок – собрать родственные души и создать теплое доверительное пространство, в котором люди смогут вместе путешествовать, открывать духовную Индию и наполняться новыми знаниями и впечатлениями. Это будет возможность не просто увидеть древние храмы, но и прикоснуться к живой традиции, встретиться с духовными людьми, посетить места силы и оказаться среди тех, кто чувствует и воспринимает Индию так же глубоко, как и вы. Возможно, для кого-то это путешествие станет началом совершенно нового этапа жизни. Обязательно следите за нашими публикациями, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить подробности и открытие записи в группу. Все свои вопросы вы можете писать в наш чат-бот. Ссылка на него всегда появляется на экране во время ролика, а также находится в описании. И обязательно напишите нам в комментариях, приходилось ли вам когда-нибудь просить у Бога или у Вселенной ответ, знак или помощь. Получали ли вы этот ответ? Мы всегда рады читать ваши истории, отвечать на вопросы и общаться с вами в комментариях. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить наши новые истории о духовной Индии. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч!